Это, вот он. Нет, там Магнитофон. Катушечная дека. Пластинка? Да. Давайте попробуем. Потому что запись старая у вас останавливается. Ну, вы понимаете, да, что, в общем-то, в таких условиях вообще да. тяжело что-то, так сказать, слушать. Я имею в виду слушать с точки зрения именно там аудиофильного подхода, да, то есть здесь здесь просто такая демонстрация, как вы понимаете, ну, относительно. Ну, понятно, что неподготовленное, в общем, помещение. Ну, извините, отельный номер. Вот здесь, конечно. Здесь пластиковые стены. Все понятно. Это все понятно. Как бы довольно сложно. Да. Ну, на тот конвертер положили. Ну. На шестом этаже. Но намного не рассчитывается. Я знаю, но все-таки. Это Бах, да? Это опять то же самое. Громкости достаточно еще? Можно немножко добавить. Давайте прибавим. Значит, мы слушаем с вами акустику Леов G140. Разница-то есть. Есть. Где-то здесь звонче как-то играть, да? Нет, Вот? наоборот. Там было звона слишком много. Ага. Здесь. Здесь более натурально. Мне тоже здесь больше нравится. Вот разница в проигрывателе. Зритель здесь почти ничего не дает. А фонокорректор? Не знаю, как это. Ну, какая разница? Да, вот я говорю, вот знакомое звучание, как у вас. Слушаем, наслаждаемся. Классика. Я бы сказал, мы наслаждаемся и оцениваем, как звучит. Ну, какая оценка? Хорошая. Все-таки к старому винилу подходят больше легкие тонары. А вот в пятом, там, это легкий, да? Он средний. Средний, да? А Вега легкий, да? Вега. Больше Вега, да. И расскажите мне ваше мнение. Хороший звук. Просто понимаете, в чем дело? Хотелось что? Посмотреть, здесь легкий тонар, а запись старая. Так. Вот. Тут большая амплитуда. Давайте я сам. Вы специалист какой-то? Нет, просто я Вы любитель? любитель музыки, потом. Вы любитель звуков, нет? Да. Нет, я Звуки бывают разные, да, в лесу. без звуков, так сказать, это не получится же. Просто здесь оркестр звучит нормально. Вот мы сейчас его остановили на дорогущем техниксе, который стоит там 4. Не, ну вы согласитесь, здесь тоже, что-то да. услышать вообще сложно. Ну, сложно. Нет, ну понятно, да. Вот подождите, вот смотрите. Ну небольшой зал Знаете, что консерватории происходит здесь. вокруг? Я понимаю, да. Да. Консерватория. Так дома тоже на буфет соседи консерватории. начинают топать. Ну, буфет консерватории, да. Не, звучит. Ну, нам понравилось, звучит. Да, ну она приятная, это же релокс, они как бы... Ну, да. У них есть все-таки... Ну, фирма существует с 48-го года. Она акустическая изначально, понимаете, да? То есть, Да вот, там сейчас какая-то. сейчас стоит квинтет, Артофон Black. То есть здесь только одна голова стоит 1200 евро. Это в рублях сколько? Сам виниловый снол стоит 395, а с бронзовой головкой, Артофон Бронз, он стоит 325.
325. Ну, как бы... Вот, например, это Ну, да. Deutsche Ну, Grammophon. это дочь граммофон, Да. Запись очень плотная. да. Послушай. Нет, мы можем послушать. Хотите? Да. Но разница будет. Давайте. Абсолютно точно. Давайте. Давайте попробуем, почему нет. Мне самому интересно. Ну, правда, это, Мне тоже. как говорится, Неправильно. это не Бах, это Вильямс. Можно я на конвертик Да, тоже конечно, положу? прямо вот сюда и кладите. Ага. Спасибо. Сейчас я посмотрю так. Вот последний трек поставьте. Последний трек. Там их всего 2. Мгм. Вот. Слушать это, в общем, довольно-таки, трудно сказать, сложно. Он даже тихий. Он более тихий, да. Он не раскачивает так вот эту голову. Дочь не раскачивает дочь. Нет. Имеется в виду, здесь для прослушивания этой записи лучше жесткая голова. И тонам по головам. Ну, слышно сразу. Да. Хотя это цифровая запись. Цифровая? Да, цифровая, конечно. Но такая, приличная. Судя по тому, что я слышу. У них раз на раз не приходится. Дочь Бахчан бывает что-то хорошее, Сочинение ведь современное. Да. Это второй концерт Вильямса, американца. А играет Анна София Мутер, австрийская скрипачка. Он для нее фактически написал. Под ее манеру исполнения и все прочее. Если вам это интересно. То есть вы своими пластинками ходите, как тестируете, получается. Да? Я Ну, просто очень, хочу. наверное, это правильно. Нет, я просто хочу услышать разницу. Может быть, что-то можно улучшить дома. А что у вас, простите, Нет, поделитесь? дома у меня ТИАК 5 стоит, этот проигрыватель, но он меня устраивает. Просто, понимаете, дома не сделать лучше, чем намного, чем вот здесь. Ну почему? Вы смотрите, видите, есть вот сзади у нас акустические панели специальные. Можно в углах. Вы сильно можете улучшить. Я вам признаюсь, что... Это здесь- на подоконнике Да. который? Я вам признаюсь, что в этой комнате вчера вообще ничего не звучало. И пока вы не поставили вот эти акустические панели сверху, диффузоры. Знаете, Они как-то звук, да, концентрируют? Вот, кстати, специалист сидит как раз по акустическим панелям. Если у вас есть конкретные вопросы, я вам все расскажу сейчас очень. Михаил, Я просто интересно и все. но этим надо активно пользоваться, потому что они действительно Нет, влияют сильно. звуком дают здесь хорошее. Я уже говорю, что резонация душит свет. Так что... Тут в обычном доме, в обычной квартире, может быть, там в углах поставить звукопоглощающие панели. Ну, мы рекомендуем ставить даже просто банально, вот если у людей нет такой возможности, банально ставить горшки с цветом. Вот этого у нас полно. Да. Из-за этого и звучит. Да. Ну и, конечно, плотные шторы, вообще мягкие поверхности какие-то, никаких стекляшек, никаких отражателей. Стекляшки есть. Зеркало. Зеркало Ну, вообще все серванты стоят в гостиной Нет. со стаканчиками от бабушки. Это все дребезжит. Да. Как правило. Снимаю. Да. Для того, чтобы не звучало, то есть где-то 50% успеха это аппаратура, Да, и 50% успеха это помещение. может быть. Нужно оборудовать, да, перед тем, как ставить. Это абсолютно точно, да, нужно просчитать. В зоне первых отражений я хотел ставить панели поглощающие, рассеивающие и так далее. Но у вас есть полоса частот 4 октавы, которые нужно выровнять, чтобы по всем 4 октавам время реверберации было примерно одинаковое. Дальше вы уже начинаете с железяками это все там эквализировать, если это надо и так далее. Иногда, знаете, соседи жалуются, что что-то у них там слышно при прослушивании музыки. Хотя, в общем-то, Но это уже другая штука, то есть это уже звукоизоляция. Это же дом. Тоже, Но- да. я ж думаю, что Да. ну да, нет.
У человека был бетон сплошной, да. А вы пробку поставили? Они деревянные, Это да? не или- пробки, это не пробка, это диффузор. диффузоры из массива дуба. Вот, кстати, вот наверное. они стоят, это как раз массив. Вот. Деревянные, да? Эти? Дуб. А, дуб? Я Да. вас не услышал. И полностью бетонное помещение. Человек просто сказал, что я вообще не знал, что так вот все это. Там бурмейстер стоит, у него там серьезно. Бурмейстер такой, он сложный, он стружку дает такую металлическую. Да, ну дека, там, собственно говоря, то есть все по принципу рояля. Был тут недавно у моих знакомых, у них вот появился как раз недавно собственный дом. И вот там говорю, ну слушайте, у вас просто идеальная комната для прослушивания музыки, большая, метров 30. Хорошая Вот. Диван стоит посередине. У них там, правда, телевизор, там еще что-то такое. Ну, тут вот хорошую аппаратуру поставить, это будет Все это, просто все это, опять же, можно рассчитать вообще, то есть там грамотно. Отправляйте Если к вы, нам. да, Вы поможете. строите дом, чего? начинаете строить дом, правильные пропорции помещения, комнаты для прослушивания, они тоже существуют. Если есть возможность так сделать, соотношение ширины, высоты и длины. Скажите, а как быть, если вот уже есть? Ну, понятно, мы закрываем этими панелями стеклянные все зеркала, шкафы стеклянные, да? Желательно сделать там приблизительный акустический расчет. То есть все это теоретически там по формулам высчитывается, какое для данного объема помещения и какие поверхности есть. Можно рассчитать время реверберации по всем частотам. И потом уже посмотреть, какую площадь вам нужно, какими панелями закрыть. Панели тоже разные по характеристикам. Есть широкополосные, которые глушат все, но, как правило, есть определенные диапазоны частот, которые нужно немножко подглушить, чтобы это делать. Как ХЧ выравниваете, так же это. А вот, например, поглощающие панели в углу помещения. Это басовая ловушка. Да. Это именно для баса. Да, это хорошая вещь. То есть она Бас, никогда слушай, гуглов. от нее хуже не будет никогда. Это можно даже не считать, смело ставить. Не будет гудеть точно. А если просто, понимаете, если просто тупо зашить минваты помещения, вы переглушите верхи и будете как в склепе находиться. Тут важно, то есть стандарты для музыки, для кино и так да, далее. какой-то баланс. Нужен некоторый расчет. Хотя бы элементарный, он не очень сложный. Ну вот так вот, знаете, как ни странно, вот дома поставили акустику не вдоль стены, а вот так вот в угол. Это так и должно быть. Нет, не совсем в угол. У вас тоже, опять же, то есть Не колонки. в угол, конечно, не по углам. Ну, то есть базовое расширение, правильно? Нет, просто-напросто. Отнесли от стены, и от боковой стены, и от тыловой стены отнесли. Правильно, на определенное расстояние надо относить. Да, на Опять же. тяжелом основании, правда, у меня там стоят толщники. Нет, то есть здесь тоже правильно поставить, это тоже половина успеха. Опять же, А знаете, вот успех-то пр- есть. пр- правильное Ко мне расположение. народ приходит и говорит, как это такое. Удалось. Кстати, я Клипш, есть такая компания. Клипш, да. Вот у кого места нет, можно делать. Они Ну, специально, они прямо колонки, которые ставятся в угол. Они, пожалуй, Но это такие, они это уже нейтрально это звучат, винтаж, они слишком уж звонкие. рупоры, Рупоры, но да. зато И звучат очень звонко как-то. согласен. Ну тут на вкусе цвет товарищ нет, но они именно Вот тут спроектированы сейчас для того, мы чтобы... послушали классику, в этом смысле, ну, реально аудиозапись. То есть это не электроника, ничего. То есть настоящий оркестр, он звучит нормально. Ну, несмотря на то, что мешает шум, Можно? хочу просто показать один раритет, который куплен давным-давно. Вот. Это запись 60-х годов. Куплена где-то в 70-е. В начале 80-х, не знаю, это еще даже Deutschmark. 78. Ну, 78. Бетховен. Но запись просто обалденная. Вот эта фирма, она уже не существует, это ГДР. Да, я вас смотрю, тоже никогда не слышал такой. Нет, она есть, еще даже в продаже. Но она не выпускает, да, уже? Ну, ГДР не существует. Ну да, да. Сколько уже лет? С 90-го. А так, да, вот. Ну,
Может, тоже где-нибудь еще это там послушаем. Послушайте обязательно. Для этого и пришли. Ну, мы пришли, взяли, так сказать, я взял то, что знаю очень хорошо, как звучит. Чтобы Здрасте. оценить, как будет звучать на аппаратуре, которая, ну, на порядок лучше, так сказать, больше стоит. Я прошу прощения, у вас усилитель какой? Усилитель у меня полусамодельный, ламповый на 603S. Ну а как вы можете вообще что-то сравнить? Нет, понимаете, можно сравнить. Мы слушали. я Как тоже. лампой нельзя сравнить с Ламповый? компьютером? Нет, можно. Вообще никак. Ну как? Сравнить можно, но просто... Дело в том, что Такой все-таки странный сравнение. основа, Снегоход и квадроцикл. Да? То есть основа разные это вещи. все-таки источник звука. Усилитель дает немного. Как сказать? Я как раз меньше отдаю источнику энергии. Источник, ну как он и есть источник. Все Усилитель остальное. может только немножко что-то попортить. Но если не будет хорошего источника, не будет и звука при любом усилителе. А если будет хороший источник, но плохой усилитель, что будет? А мы вот сейчас вот недавно, кстати, вот слышали, вот то же самое, что здесь. Проигрыватель был Technics, а усилитель ламповый Kain, топовый. И он звучал хуже. Здесь написано. Здесь лучше. Я считаю вообще вот здесь обращаю внимание на что-то звучит бессмысленно. Потому что Нет, ну не совсем так. ну, это не объективно просто. Ну, это не Да, вообще, в стопроцентно принципе, не объективно. объективно. Ну, вот тогда не надо посещать выставки. Не, ну, в принципе, Выставка, она звучание, лишь- в принципе, субъективная вещь. Да. Как и все. Как и любое чувство. Да. Да, вот, например, здесь все достаточно хорошо, ровно, несмотря на то, что, ну, и акустика помещений плохая и все прочее, и усилитель такой, так сказать, достаточно современный, а там ламповый. Но там звук был резкий, каким-то даже неприятным, понимаете, вот какие-то еще призвуки на скрипках, там еще что-то такое, вот. Бурмастер. Он такой резкий, со стружкой. Немецкая такая, знаешь. На нем четкость. Марши хорошо слышно. Нет, звучит и звучит, но понимаете, есть какие-то призвуки, какие-то обертона, которых не должно быть. Вот. Я считаю, что это усилитель, не усилитель, а именно производитель. Источник дает. Может быть, я не буду с вами спорить. У Ну, каждого у меня свое, есть уже свое некоторый так сказать, к опыт, этому так что- мнение, Ну, отношение. да. спасибо. Не за Спасибо. что. Обращайтесь, да. Фирма 48 года. Да, ребята. Серьезный уровень. Ну, мне понравилось, как звучит. Звучит хорошо, но и стоит очень хорошо. Ну, да. Как он сказал, 320 тысяч. Да это еще недорого. Но дело в том, что вот техник стоил дороже, а звучал-то он хуже. Хотя там усилитель топовый, да? Усилитель был топовый, ламповый. Но я А говорю, здесь все что- встроено в нем. Вот, там и фонокорректор, но и тем, усилитель. но тем не менее, понимаете, когда есть хороший источник звука, но здесь, правда, еще и под винил больше подходит именно вот такой вес тонарма. Ну, дома невозможно иметь два тонарма, если только это не... Ну, это два проигрывателя надо иметь. Нет, Так. есть проигрыватели, на которые можно устанавливать два тонарма. Ну, вот мы такую видели за 2 Да, миллиона. да, точно. Есть те, на которые есть столы, на которые можно устанавливать и 3 этих самых тонарма. Зачем, как говорится? Вот для этого как раз, что да. винил разный. Можно что-то скорректировать фонокорректором, но не все. Поэтому, конечно, иметь универсальный проигрыватель дома – это либо очень большие деньги, Ну да. Либо лучше два таких простых, да. лучше, может быть, даже поставить какую-нибудь, более податливую головку на вашу вегу. Мне нравится, я вот слушаю. Ну, летом я реже слушал, вот сейчас почаще. Ну что, Сергей, может кофейку попьем? Кофейку? Да. Или еще куда-то Честно сходим? говоря, мне пока не хочется. Но можно посмотреть диски, может, там что-нибудь стоящее будет. Давайте спустимся. А не пойдем еще Да? по раз? Пойдем. А пойдем. Пионер вон там, я смотрю. Пионер есть там. Пионер это больше для вас. А, ну да. Пойдемте.